Утро в офисе компании начиналось как всегда. Сотрудники спешили к своим рабочим местам. Стук клавиатур смешивался с гулом голосов и звонками телефонов. В воздухе витал аромат кофе и спешка. Все готовились к планерке, стараясь произвести впечатление на начальство. В этот суматошный поток вошел пожилой мужчина в старой одежде. Его присутствие сразу выделялось на фоне аккуратных костюмов и строгих рубашек. Он держал в руках ведро и швабру, тихо осмотрел помещение и начал убирать пол. Его движения были неторопливыми, внимательными, но окружающие воспринимали его как часть интерьера, очередного незаметного работника, на которого никто не обращает внимания. Лишь Марина Сергеевна, начальница отдела продаж, заметила его и выразила раздражение. Для нее важнее всего была показная строгость и контроль над ситуацией. Старик, уставший и неуклюжий, случайно пролил воду. Это вызвало вспышку раздражения. Она подошла и, желая показать пример дисциплины, вылила на него ведро с водой. В офисе раздались смешки, кто-то отвернулся, кто-то наблюдал с любопытством, но никто не вмешался. Старик молча вытер лицо, опустил взгляд и продолжил работу. Вскоре он ушел, не произнеся ни слова. На следующий день всех сотрудников собрали в конференц-зале. Ходили слухи, что в офисе появится сам владелец компании, человек, которого никто никогда не видел лично. Когда двери открылись и в зал вошел тот самый пожилой мужчина, теперь в дорогом костюме с уверенным выражением лица, воздух в помещении словно застыл. Люди не сразу поняли, что происходит. Лишь когда он представился, шок прошел по залу. Оказалось, что этот скромный старик, которого вчера унизили, был никем иным, как основателем и генеральным директором компании. Он провел эксперимент, хотел увидеть, как сотрудники ведут себя с теми, кого считают незначительными. Результаты оказались для него удручающими. Он осознал, что под блестящей поверхностью профессионализма в коллективе скрывались равнодушие и высокомерие. Половина сотрудников, включая Марину, была уволена. После этого дня в компании многое изменилось. Остальные работники стали внимательнее к тем, кто раньше казался им незаметным. В офисе больше не смеялись над уборщиками и курьерами, а здороваться с каждым, кто входил в дверь, стало нормой. А старик-директор больше не появлялся инкогнито. Он сделал свое дело, напомнил людям, что истинная ценность человека определяется не одеждой и не должностью, а тем, как он относится к другим. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.